Кто это такой спит, а? Кто такой спит, маленький котик? Он уже не маленький, он уже такой пузатенький. Кто это такой спит, а? Джокер. Пришел тут ко мне. Лег и спит, да? Кто такая хорошка здесь спит? Доброго всем дня! Сегодня у нас 13 сентября 2023 года. Харьков. Я продолжаю свой видеодневник. Сегодня у нас солнечная, жаркая погода. Пришло, наверное, второе лето. Не знаю, в этом году будет, кстати, бабье лето или нет. Я как-то не в теме. Мне только сейчас пришла мысль в голову по поводу этого. Потому что сначала сентябрь встретил нас каким-то холодом, а теперь опять жара. И я вышла в футболке и рубашке, и, скорее всего, рубашку придется снимать, оставаться в футболке, потому что, как-то уже припекает, хотя сейчас всего лишь 10 утра. Я бегу по работе. С самого утра у меня сегодня очень много работы, несколько встреч. Сейчас я забегу еще в магазин на секунду. Так, остановилась на секундочку доснимать видео и побегу, потому что, честно говоря, выскочила из магазина и вообще забыла, что я снимала видео перед этим. С утра сама Нора уже приступила к занятиям. У Норы занятия онлайн, кто не знает, кто к нам только присоединился. С Амираном мы порисовали с утра, нарисовали стрим-автобус. У нас есть такая красивая разукраска. Кстати, подарок зрителя. Разукраска и краской, когда рисуешь, там проявляется рисунок. В общем, очень интересно. Порисовали, позанимались с утра. И вот сейчас я убежала. У меня есть 3 часа, чтобы поработать немного. Надо действительно записывать, что хочу сказать, потому что забываю вот так вот все время все в попыхах. Стала обращать внимание на то, что очень многие стали смотреть мои старые видео. Для меня это удивительно. Видео, которые были в прошлом году, вот, допустим, я смотрю, там просто комментарии под видео. Появляются новые комментарии. Вы посмотрели видео про, не все, некоторые. В прошлом году я снимала о разных художниках харьковских. И просто разных, не только харьковских. Под видео про Васильковского появилось видео, про Самокиша, про Серебрякову. Появились под видео комментарии новые. Я делаю уже... Понимаю, что люди смотрят старые видео. Поэтому, кто не смотрел мои старые видео, обязательно посмотрите. Вчера даже появился комментарий под видео, где я рассказывала о доме, который испустил дух. В общем, по-моему, или 2019 год, или 2020 я лазила по заброшкам. Да. Раньше у меня был немножко другой контент. Я снимала очень мало, но если что-то снимала, это были или поиски с металлодетектором, или, естественно, поиски на барахолке, так как и сейчас у нас продолжается. И были у нас заброшки. Сейчас, естественно, я в заброшку не рискну пойти. Я думаю, вы понимаете, учитывая сложившуюся обстановку. Неизвестно, кто там может быть и что там может быть. У нас до сих пор сообщают, что в очень многих домах после 2022 года, особенно дома, которые, допустим, разрушены, обрушены, там есть обрушения, в общем, еще никто не знает по поводу мин. В общем, в эти дома заходить нельзя. В заброшенных домах тоже неизвестно, что может быть, поэтому кто его знает, какие там растяжки стоят и так далее. Но я предполагаю, я в этом не могу, конечно, быть уверена на 100%, но все же, имея 2 детей, я несу ответственность, я в первую очередь мама. Поэтому приходится все свои интересы отложить на потом. Занимаюсь сейчас чем могу в первую очередь.
первую очередь, конечно же, думаю о безопасности. Когда уходят люди, конечно, рядом не очень удобно снимать. Многие задаются вопросом, а как же я снимаю? Ну, и я, честно говоря, абсолютно не стесняюсь снимать. Но некоторые смотрят и не могут понять, что же я делаю, для кого я снимаю. Вчера прочитала такой комментарий, что я, оказывается, несу угрозу людям. Я причиняю им добро, наношу радость и травмирую их хорошим настроением. Спасибо вам большое за такой комментарий. Честно говоря, действительно, это главная угроза от моего канала. Так, еще вчера были такие комментарии, когда я сказала по поводу беременяшек, то, что много в городе сейчас беременных девушек, ну, по крайней мере, я их наблюдаю ежедневно с пузиками, и меня это радует, потому что это сразу же ты понимаешь, что прирост населения, город продолжает жить, и все в таком ключе. Но все равно были такие люди, которые написали: да нет, это же все неспроста, рожают третьего ради того, чтобы выехать из страны. Мужчины идут на все, мужчины идут на рождение третьего ребенка, соглашаются, в мирное время они бы на такое не согласились, ради того, чтобы выехать из страны, потому что, ну да, такое есть. Я имею в виду, что закон такой есть, что отцам трех, у кого 3 и более несовершеннолетних ребенка, они могут покидать страну. Но это такая чушь. Родить ребенка ради того, чтобы покинуть страну, ну, знаете, кто хотел, ее покинул и без 3 детей. Поэтому я не знаю, каким образом, но люди каким-то образом нашли лазейки, выходы. А вот что касаемо нас, кто-то там писал: вы не собираетесь. Вы знаете, у нас даже если бы сейчас было 3 несовершеннолетних ребенка, мы эту тему обсуждали, еще обсуждали тему в смысле выезда за границу. Для нас это нет. Мы никуда не поедем. Мы сели еще в 2022 году, обсудили с семьей то, что мы лично с Рамазом жить не сможем. Нам не подходит тот устрой, который, допустим, в других странах, вот в странах Европы. Нам, ну, то, что мы знаем от своих знакомых, то, что мы видим вообще, как люди живут, нам не подходит по всем параметрам. Мы так жить не хотим. У нас, во-первых, мы очень любим свой родной город Харьков. Во-вторых, нам нравятся люди, которые живут у нас. В-третьих, еще очень много причин, по которым мы не хотим, даже если бы сейчас у нас было 3 ребенка, 4, мы бы... Поэтому нет, люди рожают детей, потому что, я уверена, в 99% случаев, потому что это огромное счастье, а не потому что, чтобы покинуть страну и выехать за границу. Ну, это такая чушь. Я вообще не представляю, вот сейчас, если кто-то родит, да, 2 маленьких детей, еще 1 грудной, и как скитаться за границей с чемоданами, ну, вы себе это представляете? Я лично нет. Поэтому это очень тяжело, это мне кажется, невозможно. Поэтому всем хорошего дня, хорошего настроения, мирного неба, крепкого здоровья. И помните самое главное, что все войны заканчиваются миром. Не забывайте под видео поставить лайк и подписаться на канал. Кто еще не подписан, мне будет приятно. Ваша подписка.